белой луны». Автор в Велзе читает Кэт Вилд. Глава 9. Услышав призыв вожака, Тэхён вздрагивает и озирается вокруг. Он непонимающе смотрит на своего широко улыбающегося мужа. Под подбадривающие выкрики оборотней съеживается за праздничным столом и тянется ближе к Чунгуку, но тут грубо отталкивает в мольбе протянутые руки. А лицо Альфы внезапно искажается от злости, когда на очередной указывающий жест в сторону жертвенного камня Омега мелко трясет головой, отказываясь выполнять приказ. Чимин впивается пальцами в плечо Намджуна. Едва Чунгук резко вскакивает из-за стола и тянет сутулившегося Омегу к терпеливо дожидающемуся вожаку. Радостная атмосфера праздника тухнет, как пламя свечи на ветру. Альфы неодобрительно качают головами, а Омеги смотрят на Тэхёна, скривив губы. Юнги требовательно дергает за рукав недовольно пыхтящего Хасока, и тут неохотно подает голос, говоря Чунгуку быть терпеливее со своим мужем. Но Альфа игнорирует совет и лишь сильнее сжимает ладонь болезненно скривившегося Омеги. «Прикажи ему», — шепчет Чимин и трясет за плечо молчаливо наблюдающего Намджуна. «Потребую все немедленно прекратить. Ты самый сильный. Они обязаны тебя послушаться». Альфа медленно поворачивает голову, чтобы посмотреть в глаза мужу. И Чимин видит в обращенном на него взгляде непривычное, граничащее с безразличием спокойствие, а искреннее сожаление. Оборотень не встает на защиту человека, не пойдет против собратьев и не нарушит древние обычаи. Воздух отравлен вонью горящей плоти. Жертвенный алтарь пропитан кровью, и очень скоро холодное лезвие отнимет жизнь еще одной невинной жертвы. Никто не поможет Тэхёну, все оборотни заодно. «Не трогайте его!» Трясущийся от ярости Чимин скакивает со скамьи. Он хочет бежать к Тэхёну, который уже стоит рядом с вожаком и прячет в ладонях свое лицо. Нарушить все существующие правила общины и вырвать из грязных лап чудовищ несчастного Омегу. Пусть даже погибнуть вместе с ним, но не безвольной жертвой вековых традиций, храбро пасть в бою, показав всем оборотням, что они не имеют над ними власти. Омега падает обратно на скамью, когда Намджун быстро хватает его за руку и тянет на себя. Альфа, не оставляя возможности не то чтобы вырваться, а даже пошевелиться, крепко прижимает мужа к своей груди и тихо шепчет: «Успокойся и не позорь меня перед всей общиной». Чимин обмякает в руках мужа, впервые прочувствовав всю его силу и мощь, но продолжает смотреть на происходящее у жертвенного алтаря. Он видит, как какой-то оборотень торопливо приносит на руках связанного белоснежного ягненка и укладывает его на широкий камень, а Чунгук силой убирает тэхёновские ладони, которыми Омега закрывает себе глаза. Вождь, держа за лезвие, протягивает кинжал, и Тэхён, подчиняясь строгому взгляду своего Альфы, дрожащей рукой обхватывает серебряную рукоять. Желая помочь, Чунгук зарывается пальцами в короткую кучерявую шерсть на голове жалобно блеющего ягненка и тянет в сторону, давая лучший доступ к тонкой шее. Омега, понимая, что именно ждет от него притихшая за столами община, крепче сжимает кинжал и неуверенно вскидывает вверх кулак. Он нервно прикусывает нижнюю губу и, словно примериваясь, несколько раз медленно опускает острие ножа к самому горлу слабо дергающегося ягненка и вновь поднимает кинжал выше, чтобы удар вышел достаточно сильным. Но в итоге безвольно опускает руку. «Я не могу». Тихий шепот Омеги тонет в прокатившемся над шатрами сдавленном возгласе ужаса оборотней, когда кинжал выскальзывает из межьих пальцев, и Альфа едва успевает подхватить его на лету. «Это плохой знак», — шипяще выдыхает Юнги, замечая непонимающий взгляд оглянувшегося на него Чимина.
Тяжело дыша, Чонгук вкладывает пойманный кинжал обратно в руку Тэхёна. Крепко сжимая его пальцы, обхватывает чужой кулак своей широкой ладонью и одним резким движением вспарывает ягненку горло. Темный пульсирующий поток в мгновение заливает камень и тонкими ручейками стремится вниз по его бокам. Альфа молча поднимает вверх руку Омеги, показывая всем оборотням окровавленный кинжал, как доказательство того, что жертва была принесена, а после с почтительным поклоном отдает его обратно вожаку. Чимин с силой дергается, пытаясь вырваться из захвата Намджуна, когда Чонгук толкает спину замершего в ужасе Тэхёна, неотрывно смотрящего в остекленевшие глаза убитого им ягненка. Альфа, завершая для их пары так и не начавшийся праздник, быстро уводит Омегу прочь с поляны. «Отпусти меня!» — сквозь зубы выговаривает Чимин и незаметно для сидящих рядом оборотней пихает Намджуна локтем в живот. «Я должен быть рядом с Тэхёном. За ним и без тебя присмотрят». Альфа легким кивком головы указывает на бесшумной тенью выскользнувшего из-за стола Сакджина. И Чимину ничего не остается, как удобнее усесться на лавке, нехотя присоединяясь к оборотням, которые, словно успев позабыть все случившееся, начинают привычный шумный пир в честь удачной охоты стаи. «Почему он в нашем доме, а не рядом со своим мужем?» Едва переступив порог, раздраженно интересуется Намджун. Он сам попросил отвезти его к Чимину. Не мог же я привести его обратно на поляну, пожимает плечами Сакджин, сидящий на корточках перед сжавшимся в кресле Тэхёном. В комнате душно, пахнет валерианой и лепестками пиона, аромат которых исходит от остывающего на окне котелка. Но плачущий взахлеб Омега продолжает отталкивать кружку с заботливо заваренным успокаивающим чаем, не соглашаясь сделать даже пару глотков. Лекарь укоризненно качает головой и встает на ноги, уступая место подскочившему к креслу Пака. «А Чонгук сейчас где?» — снова спрашивает Намджун, складывая на груди руки. «Он ушел», — схлипывает Тэхён, опережая с ответом открывшего был рот Сакджина. «Перевоплотился в волка и убежал. Он был так зол на меня». «И это неудивительно». «Что неудивительно?» — огрызается Чимин. И Намджун, тяжело вздохнув, закатывает к потолку глаза. «Что Тэхён не сможет хладнокровно перерезать кому-то горло? Или для всех вас стало новостью, что мы, люди, омеги, в отличие от оборотней, не привыкли равнодушно убивать?» «Вы живете в поселении оборотней», — жестко выговаривает Альфа. «Вы мужья оборотней и будущие родители оборотней. Отныне вы часть общины». Тэхёну была оказана большая честь первым принести жертву духом священной луны, вмешивается в разговор супругов Сакджин. Чонгук знал это и дал свое согласие. «А я все испортил!» — отчаянно взвизгивает Тэхён, отчего сидящий у его ног Омега перепуганно отшатывается назад. «Испортил всем праздник! Разочаровал мужа!» «А обо всем, что будет происходить на празднике, заранее тебя муж предупредить не мог?» — злится Чимин. «Доверие — это первое, чему учатся все пришедшие в общину люди», — мягко объясняет лекарь. «Помощь и взаимовыручка, уважение к традициям и беспрекословное их выполнение, умение довериться своему собрату и быть уверенным, что он не подведет. Вот что является гарантией мирной и счастливой жизни каждого оборотня. Люди живут обособленно, община одна целая и неделимая семья». «Неужели? И, по-твоему, община обошлась с ним по-семейному ласково?» — язвительно восклицает Чимин, указывая на плачущего в кресле Тэхёна, которую уткнулся лицом подтянутой к груди колени. Смерив презрительным взглядом замолчавших альф, он склоняется над Омегой и успокаивающе гладит по волосам. Пытаясь разобраться, что так сильно его могло расстроить, спрашивает. «Расскажи мне,
Что произошло после того, как вы ушли с поляны? Чунгук, не глядя на меня, привел меня к дому и оставил перед крыльцом. Вытирая кулачками мокрые глаза, послушно отвечает Тэхён. Что еще он сделал? Чунгук тебя ударил? Ким отрицательно мотает головой. Накричал на тебя? Снова нет. Так что тогда случилось? Из-за чего ты плачешь? Ты не понимаешь, тихо шепчет Тэхён. Мой муж не смотрел на меня. Омега убирает от своего лица руки, и Чимин невольно втягивает голову в плечи, не выдерживая чужого взгляда, полного тоски и душевных страданий. Трагично скривив губы, Тэхён оглядывается по сторонам, глазами ища поддержки, но не у сидящего у ног Чимина. Его взор обращен на стоящих неподалеку альф. Чунгук оставил меня, ничего не объясняя, бросил у захлопнутой двери, и я стоял совсем один. Не знаю, имею ли я право после всего случившегося заходить в наш дом. Намджун, как мне теперь жить? Что мне делать, если Чунгук не вернется? Куда он денется-то? Хмыкает Альфа. По лесу побегает и прискачет обратно. А если нет? С нажимом спрашивает Тэхён и поджимает вновь задрожавший подбородок. Или еще хуже. Что мне делать, если он вернется, но больше не будет меня любить? Он был добр ко мне, всегда заботился и смотрел так, как будто я главная ценность в его жизни. А я все испортил. Глухо воя, Тэхён снова утыкается лбом в свои колени. Сакджин предпринимает очередную попытку напоить его уже совсем остывшим чаем. Намджун, скрестив на груди руки, прохаживается по комнате. А Чимину все происходящее кажется бредом. Это похоже на какой-то страшный сон, вот только проснуться не получится. Его друг Тэхён, который еще вчера клятвенно обещал, что непременно узнает у кого-нибудь дорогу домой, теперь называет своим домом жилище оборотня и заливается слезами от одной только мысли, что Альфа может его, разлюбить? Молодые Альфы так глупы и не сдержаны, осуждающе качает головой Сакджин. Рассердился, расстроил своего мужа. И вот поэтому оборотни против того, чтобы в брачных боях участвовали незрелые щенки, наставительно добавляет Намджун. Хоть Альфа выиграет, хоть проиграет, все равно от этого одни проблемы. Это решаешь не ты. Все трое оглядываются, а Тэхён мгновенно замолкает, когда по комнате проносит знакомый звонкий голос. Чунгук решительно переступает порог и широкими шагами идет к замершему в кресле Омеге, но внезапно натыкается на преграду в виде вставшего на его пути Чимина. «Я пришел забрать своего мужа», — с трудом сдерживая ярость, цедит Чунгук, наклоняясь к сжавшему кулаки Паку. «Забирай поскорее». «Никого ты не заберешь». Обе фразы звучат одновременно, и говорящие Намджун с Чимином обмениваются укоризненными взглядами. Но уже через мгновение Омега взвизгивает, протестующе бьет по спине мужа, стремительно перекинувшего его через плечо. Чунгук угасшим взглядом рассматривает сжавшегося в кресле Тэхёна. Он несмело подходит ближе и осторожно касается кончиками пальцев, боясь получить в ответ жест отторжения. Но Омега остается неподвижен, и Альфа опускается перед ним на колени и обхватывает руками. «Тэхён!» — тихо зовет, потирая щекой, спутанной чужими руками макушку. «Прости меня». Оборотень жалобно ноет, продолжая обнимать и легонько тормошить Омегу, но тот продолжает прятать раскрасневшееся лицо. «Ну, пожалуйста, прости, посмотри на меня». От того Чунгука, которого Чимин помнит на празднике, не осталось и следа. Альфа несколько часов назад, не желающий видеть своего Омегу, теперь брошенным щенком жмется к его ногам и тихо скулит, умоляя об одном только взгляде. «Я так виноват перед тобой. Ты же простишь меня, правда?»
Чонгук судорожно прижимает к себе протянувшего руки Омегу, и это облегчение прикрывает глаза. Чувствуя, как тонкие тэхёновские пальцы зарываются в его волосы, привычно перебирая вплетенные в пряди бусины. Омега все еще не смотрит, но теперь прижимается щекой к груди своего мужа, и он понимает, что уже прощен. «Давай пойдем домой. Я очень устал и есть охота. Ты, наверное, тоже проголодался. А Юнги с Хасоком нам столько всего вкусного натащили. Весь стол заставили. Я так испугался, когда вернулся домой, а тебя там нет. Пока искал, где ты, думал, что свихнусь от беспокойства, честное слово». Продолжая болтать какие-то глупости, Чонгук осторожно берет на руки жмущегося и согласно кивающего головой Тэхёна. И напоследок, злобно зыркнув на пытающегося вырваться из рук мужа Чимина, уходит с ним прочь. Следом за ними направляется к выходу лекарь, ворчливо бурча себе под нос, что ни за что на свете он не выйдет биться за человека. «Почему ты разрешил Чонгуку увести Тэхёна?» Продолжает возмущаться Пак, когда Намджун опускает его на пол. А Сакджин выходит за порог, плотно закрывая за собой дверь. То, что произошло сегодня, это обычное недопонимание между супругами Чимин, терпеливо объясняет Намджун. Он подходит к распахнутому окну и, подцепив пальцами край стоящего на подоконнике котелка, выплескивает во двор его содержимое. Наливает немного воды и начинает деловито мыть посудину. Ни ты, ни я, ни кто-либо еще из общины не имеет права вмешиваться в их отношения. У оборотней так не принято. Мы не хвастаемся любовью и заботой своих мужей, чтобы ненароком не вызвать зависть. Мы не жалуемся на возникшие проблемы, чтобы не очернять своего мужа в глазах всей общины. Все очень просто. Альфа выбрала Омегу, Альфа несет ответственность за свой поступок. Чонгука за уши к алтарю никто не тянул, сам вышел, не имея ни малейшего представления, каково это взять в мужья человека. Самому теперь с этим и разбираться. И сегодняшний вечер показал ему, что на Тэхёна нужно не только глазеть с обожанием, но и всячески помогать ему и оберегать от своих же необдуманных решений. Чонгук был ослеплен страстью. Теперь он наконец-то сможет трезво оценивать возможности своего Омеги. Если ты знал, что Чонгук принял ошибочное решение, то почему не рассказал обо всем мне? Почему не позволил заранее предупредить Тэхёна? Потому что ты меня ни о чем не спрашивал. Услышав ответ, Омега от возмущения захлебывается воздухом. Каким образом он должен был догадаться, что с ними может произойти что-то подобное? И все же, немного поразмышляв, Омега приходит к выводу, что в данном утверждении есть доля справедливости. Хорошо. Чимин решительно отодвигает один из стульев и, готовясь к долгому разговору, садится за стол и складывает перед собой руки, сплетая пальцы в замок. Раньше я не задавал тебе вопросов, а вот сейчас мне не терпится кое-что узнать. Где все те люди, которых забирали оборотни в прошлые годы? Не думаю, что ты когда-либо с ними увидишься, задумчиво тянет Намджун и чуть хмурит брови, в уме прикидывая шансы Омеги на случайную встречу. Он тщательно обнюхивает отмытый котелок. Довольно кивнув головой, наливает в него порцию свежей воды и подвешивает на крюк в очаге. Для большего жара подбрасывает в пламя пару поленьев и садится за стол напротив Чимина. Дело в том, что наша община не единственное поселение оборотней. Есть еще два, но то, в котором живем мы, образовалось относительно недавно. 20 лет назад молодые семейные пары выбрали вожака и, взяв с собой детей, необходимые вещи и немного скота, ушли из разросшейся по численности общины. Среди них не было омег людей, ведь оборотням пришлось начинать все с самого начала.
расчищать лесную землю для пашни и выпаса стада, налаживать быт и охоту, строить жилища, сажать сады. 20 лет у поселения не было нужды брать в общину людей. Но теперь выросло новое поколение оборотней, и на совете вожаков было принято решение следующие 10 лет омег из человеческих деревень забирать будем мы. Услышав булькающие звуки закипевшей воды, Намджун встает и подходит к очагу. Он быстро кидает в котелок горсть засушенных трав и лепестков, помешивая ложкой, дожидается, когда чай заварится, и наливает его в 2 кружки, одну из которых ставит на стол. Облокотившись о стену, оборотень с явным удовольствием пьет свою порцию чая и чуть улыбается, когда Омега обхватывает стоящую перед ним кружку 2 ладонями и делает осторожный глоток. «Не обижайся на Чунгука и не думай, что он желает Тэхёну зла», продолжает разговор Намджун ласковым успокаивающим голосом. До брачных боев он никогда не видел людей и даже предположить не мог, что возможность принести жертву, которая для каждого оборотня является великой честью, окажется невыполнимой задачей для неподготовленного человека. «А ты людей раньше видел?» — глухо бубнит в кружку Чимин, уже догадываясь о последующем ответе. «Видел», — согласно кивает головой Намджун. «Я общался с людьми и знал, что ты не сможешь принести жертву священным духом Луны, чем вызовешь гнев всей общины. Я попросил вожака дать тебе немного времени, объяснил, что ты еще не готов. Он не отказал мне в этой просьбе». «А как же Тэхён?» — взволнованно вскидывает голову Чимин, услышав про возможный гнев всех оборотней, который теперь обрушится на его друга. «Не переживай об этом». Мягкая улыбка озаряет лицо Альфы. Тэхёну помог Чонгук. Жертва была принесена. И это случившееся небольшое недоразумение уже всеми забыто. Но с тобой будет все по-другому. Намджон внезапно становится серьезен, и от его строгого взгляда Омеге как-то не по себе. Ты муж главного охотника. Участие в подобном ритуале — твоя прямая обязанность. Готовься к этому, Чимин. Через 2 месяца приносить жертву будешь ты. Что будет, если я откажусь? Ты не имеешь права отказаться, твердо отвечает Альфа. В общине нет места тем, кто не разделяет наших взглядов и не следует нашим традициям. Нянчить и уговаривать никто не станет. Тебе не простят несогласие или ошибку. Оборотни умеют очень жестоко наказывать. Чимин невольно вспоминает сказанную ранее фразу Юнги и с отвращением отодвигает кружку с недопитым чаем. Как же все просто у оборотней. Ты либо с ними, либо против них. Омега встает из-за стола и подходит к окну, отворачиваясь спиной к Альфе. Делает несколько глубоких вдохов ночного свежего воздуха. Какое наказание ожидает людей, которые не желают становиться частью общины? Омега смотрит в распахнутое окно, не пытается оглянуться, чтобы встретиться взглядом с внезапно замолчавшим Намджуном. Чимин неотрывно глядит, как яркий круг луны, освещающий дорожку перед домом и бросающий игривые серебряные блики на пышную крону деревьев, внезапно меркнет от набежавшего плотного облака. Молчание Альфы длится мучительно долго. Его взгляд почти ощутимо скользит по неестественно прямой напряженной спине. И до Омеги доносится ответ. Смерть. Альфа устало трет ладонями лицо и отталкивается плечом от стены. Медленно проходит мимо замершего Чимина, чтобы тяжело опуститься в кресло, которое еще совсем недавно было занято Тэхёном. Оборотень парой ловких движений распутывает шнуровку, стягивающую ворот его рубахи. «Подойди ко мне». Прикусивший нижнюю губу Чимин, выходя из оцепенения, часто моргает и бросает на мужа беглый взгляд. Увидев призывно протянутую ладонь,
Недовольно дергает плечом, но все же осторожно подходит ближе. Он становится достаточно далеко, стараясь оставаться недосягаемым для прикосновений, и Намджун лениво наклоняется вперед. Рука оборотня ложится на омежье бедро, мягко поглаживает через тонкую ткань, скользит выше и по животу, приподнимая мешающий подол рубахи, и сжимает пальцами завязки просторных штанов. Чимин делает несколько мелких шажков, когда Намджун, вновь откидываясь спиной в кресло, утягивает его за собой, крепко схватив за тонкие ремешки. Он стоит между широко разведенными ногами оборотня, так близко, что упирается коленями в край кресла. «Посмотри мне в глаза». Омега шумно сопит, продолжая разглядывать длинные пальцы, теребящие завязки его штанов. Он хмурится и упрямо сжимает губы, не желая выполнять очередной приказ. Но терпение Альфы кажется бесконечным. Молчаливое противостояние затягивается на долгие минуты, и Омега сдается, переводя свой взгляд на смотрящий в упор глаза оборотня. Желтые, пронзительные и удивительно теплые. «С тобой этого никогда не случится. Никогда». Негромкий голос Альфы звучит четко и уверенно, и Омега расслабляется под чутким взором. «Я всегда буду рядом и не дам оступиться. Я выбрал тебя не для того, чтобы потерять». Ладони Намджуна обхватывают Чимина за талию, и тот позволяет Альфе усадить себя на колени, лицом к лицу. Так близко, что оба чувствуют чужое сбившееся дыхание. Омега шире раздвигает ноги, пытаясь удобнее седлать бедра оборотня, и упирается рукой в спинку кресла. Но ладонь Намджуна давит между лопаток, вынуждая лечь на его грудь. «Все будет хорошо, Чимини», — щекочет кожу горячим выдохом. «Верь мне, и все у нас будет хорошо». Омега чуть поворачивает голову, укладывая ее на плечо и утыкаясь носом в шею Альфы. Он глубоко дышит тяжелым запахом оборотня и скользит ладонью по крепкой груди. Невесомо очерчивает кончиками пальцев выпуклости мышц и тянется еще выше, чтобы прикоснуться, ощутить жар открытой кожи, что виднеется через распахнутый ворот рубахи. Чимин позволяет слишком многое, но не пытается останавливать себя. Близость Альфы, его уверенность и сдержанность кажется нестерпимо волнующей, и Омега быстро облизывает губы, чтобы, окончательно сойдя с ума, прижаться ими к чужой щеке. Почувствовав смазанный поцелуй, Альфа шумно втягивает носом воздух и напрягается всем телом. Он крепче стискивает Омегу в своих объятиях, и тот довольно хмыкает, внезапно осознавая свою власть над зверем. Его волк до жути жаждет ласки. Чимин уже смелее ведет губами по чужому лицу, влажно помечает линию челюсти, коротко прикасается к нервно дернувшемуся уголку рта и едва успевает откинуть голову назад, когда оборотень поворачивается к нему. «Как ты себя чувствуешь?» — хрипло спрашивает Намджун. «Плохо, очень плохо». От всех событий этого бесконечного дня Чимину хочется беспомощно сжаться комком, забиться в самый темный угол дома или целиком закутаться в одеяло. Тихо выть от беспомощности и мотать головой, чтобы избавиться, вытряхнуть нагромоздившиеся в ней мысли и образы. А еще хочется забыться хоть на короткий миг, не вспоминать больше кровавую бойню, блеск жертвенного кинжала и то, как отчаянно жался к Чунгуку заплаканный Тэйхён, находя в своем муже успокоение. Чимин желает того же, хотя бы ненадолго почувствовать, что он не один, что он любим и оберегаем, принять необходимые утешения и набраться сил, пускай в дальнейшем эти силы будут направлены против того, кто их дает. И вместо ответа Омега обвивает руками шею Альфы и подается вперед. Он несмело прикасается губами к открытому рту Альфы, нежно целует и не пытается отстраниться,
когда Намджун, укладывая ладонь на межий затылок, осторожно притягивает ближе. У Чимина нет сил сопротивляться ни желаниям мужа, ни своим собственным. Он ужасно соскучился по ласкам, по согревающему теплу сильных рук, по мучительному удовольствию, которое не получал целых 6 дней. Альфа не торопится, боясь спугнуть льнущего к его телу мужа. Целует осторожно, сдерживая бурлящую страсть. Но в этот вечер Омега настроен решительно. Чимин ведет бедрами, потираясь пахом, через двойную преграду в виде мешающейся тонкой ткани. Он хочет большего, немедленно, прямо сейчас. И жарко выдыхает, когда оборотень задирает вверх рубаху и, ловко распутав завязки, стягивает его штаны до самых упирающих в кресло колен. Ладони Намджуна пьяно блуждают по Чимину в спине, дразня поглаживаниями и едва уловимым царапанием когтей. Растирают поясницу и мнут упругую задницу, не давая ни на секунду прервать поцелуй. Оборотень одной рукой удерживает голову сладко всхлипывающего Омеги, другой ведет по желанной впадине между разведенных ягодиц и прижимается подушечками пальцев к плотно сжатым мышцам, на ощупь проверяя, достаточно ли выступила смазки. «Будет немного больно», — извиняющийся шепчет. «Потерпи чуть-чуть». Намджун понимает, так делать нельзя. Лучшим решением было бы оторваться от Чимина, потерять несчастную минуту, но добраться до мягкой удобной кровати. Долго вылизывать и растягивать своего непривычно податливого мужа. Но тот требовательно трется, невыносимо просящий хнычет, и Альфа, поддаваясь искушению, скидывает вверх бедра, наконец освобождаясь от собственных штанов. «Тише, мой хороший, сейчас все пройдет». Коротко целует в болезненно сжатые губы, но оборотню этого мало, и Чимин сильнее обхватывает руками шею Альфы, когда тот встает с кресла и уносит его в спальню. «Я рад, что ты начал присматриваться к Намджуну», — заявляет Тэхён, когда Пак приходит к нему в гости на следующий день после злополучного праздника охотников. «По моей походке вся община может догадаться, как мы всю ночь друг к другу присматривались». С напускным недовольствием бурчит в ответ Чимин и, морщась от соднящей боли в заднице, аккуратно присаживается на стул. Намджун, кстати, выглядит тоже не лучшим образом. Не выспался, морда помятая, глазищи красные. Так ему и надо. Да я вообще-то имела в виду, что впервые вижу тебя после ночи с мужем без синяков и царапин на руках. Потирая шею, неловко мямлет Тэхён и, потоптавшись на месте, возвращается к прерванному приходом гостя делу. «Чем ты занимаешься?» — удивляется Пак, наблюдая, как Омега самоотверженно оттирает закопченные котелки. «Уборкой», — коротко отвечает Ким. Он недолго любуется на собственное отражение в до блеска отмытой посудине и продолжает разговор. Чонгук сказал, что наша семья должна скоро вернуться домой. Хочу их встретить, как полагается хозяйственному Омеге, чистотой и уютом. Я так волнуюсь, Чимин. Вдруг я им не понравлюсь. А вдруг они тебе не понравятся? Об этом ты не переживаешь? Интересуется Пак, но Ким не замечает чужой иронии. Не, Чонгук сказал, что они хорошие. Омега кончиками пальцев чешет нос, измазывая его сажей, и широко улыбается. Я очень жду наше знакомство. Я всегда мечтал жить в большой дружной семье и очень счастлив, что скоро так и будет. Это только если семья Чон тебя примет, как родного, потрудневает Чимин. Чонгук сказал, что я обязательно им понравлюсь, обиженно насупливается Тэхён. Знаешь, Чимин, вчерашний вечер стал для нашей пары очень значимым. Мы с Чонгуком испытали много плохих эмоций, но когда помирились, стали еще ближе. Омега блаженно улыбается, окунаясь в воспоминания, совсем не замечая, как у сидящего напротив улетучивается насмешливое настроение.
Эта ночь была потрясающей. Альфа был таким трепетным и нежным. Собственно, он всегда был таким. А вот я... Чимин, я впервые его хотел, понимаешь? Хотел прикосновений, поцелуев. Хотел, чтобы он любил и ласкал меня. Я ощущаю, что стал гораздо смелее и раскрепощеннее. И это не только в постели касается, а всей моей жизни. Теперь я верю в искренность его чувств и больше ничего не боюсь. Чонгук сказал, что... А твои мысли и желания у тебя в голове остались? Грубо прерывает рассказ Пак, которого уже тошнит от нескончаемых, Чонгук сказал. Зачем ты по уши увязаешь в жизни с оборотнями, если очень скоро мы вернемся домой? Тэхён не торопится с ответом. Он покусывает нижнюю губу и несколько раз глубоко вздыхает, прежде чем, набравшись мужества, осмеливается посмотреть Паку в глаза. Я долго размышлял об этом, взвешивал все за и против, сравнивал, сомневался и, наконец-то, пришел к окончательному решению. Чимин, прости, но я остаюсь.